Всем привет! Сегодня готовим рульку. Получится очень обалденное блюдо, которое понравится всем. Делается все легко, главное не бояться. Уверен, что блюдо получится шикарным даже у тех, кто никогда его не делал. А самое главное, что получится очень много и недорого, так как рульки в мясных магазинах продают не слишком дорого. Итак, первым делом рульку нужно будет хорошо вымыть и высушить бумажным полотенцем, чтобы она была сухой. Затем рульку прорезаем с одной стороны и стараемся достать из рульки кость. Самое главное, не прорежьте кожу насквозь, она у вас должна остаться цельным куском. Делайте все аккуратно и не спеша. Итак, после того, как вы отделили кость, эту кость не нужно выбрасывать, из нее получится либо хороший суп, либо же отличный холодец. Дальше полностью со всей кожи, которая у вас осталась цельным куском, нужно срезать мясо таким образом, чтобы кожа нигде не прорезалась. Она должна будет остаться целым куском. Во время обрезания полностью все мясо вам не удастся хорошо, красиво обрезать. Пускай оно остается на коже, это ничего страшного. Далее вот этот кусок, что у нас остался с кожей на столе, нужно будет немножко поперчить и посолить. Соль и перец добавляйте по своему вкусу, не слишком много. Складываем ее аккуратно вот так вот пополам, отставляем в сторонку, пускай дожидается своего времени. Далее мы берем мясо, которое мы обрезали, и нам его нужно будет нарезать на такие вот небольшие полоски толщиной примерно по 1,5-2 см. Не старайтесь их сделать слишком равномерными, главное это мясо нам полностью все немного измельчить, чтобы оно не было большими кусками. Затем полностью все нарезанное мясо распределяем равномерным слоем, накрываем пищевой пленкой, берем молоток для отбивных и хорошо отбиваем с одной стороны. После того, как вы отбили мясо, полностью все куски отправляем в отдельную глубокую тарелку. Затем к мясу добавляем кухонную соль, 1,5 чайные ложки, черный молотый перец, добавляйте его по своему вкусу, 1 чайную ложку копченой паприки, но забегая наперед, паприку можно будет не добавлять. Почему? Досмотрите до конца. Дальше смотрите, сухой горчицы в зернах у меня не оказалось, поэтому я добавляю 1,5 чайные ложки французской горчицы в зернах. Это будет одно и то же. Затем нам понадобится 3 больших зубчика чеснока, и их нужно будет пропустить через чеснокодавку. Ну и после того, как вы вот это все добавили к мясу, не стесняемся и вот так вот руками начинаем все очень хорошо перемешивать. Я бы даже сказал, что мясо нужно будет еще немного руками отжимать. Таким вот образом мясо очень хорошо пропитается теми специями, которые мы добавили. После того, как вы все хорошо перемешаете, мясо оставляем в таком положении примерно на 30-40 минут, пускай оно хорошо промаринуется. Ну а после того, как мясо промариновалось, берем шкуру, раскладываем ее вот так вот прямым куском и затем полностью все мясо, которое вы мариновали, равномерным слоем раскладываем полностью на всю шкуру. Если вы первым слоем разложите мясо и у вас оно останется, ничего страшного, раскладывайте его вторым слоем в те места, где по вашему мнению его оказалось мало. Далее с любого края, с которого вам удобнее, начинаем сворачивать рулет. Старайтесь это сделать как можно плотнее. Если по краям мясо будет выскакивать, его поправляем вот так вот руками, чтобы оно осталось внутри. Далее нам понадобится рукав для выпечки. Его нужно будет разрезать таким образом, чтобы получился не рукав, а один сплошной лист. И вот тот рулет, который у вас получился, аккуратно заворачиваем в рукав для выпечки. Затем его стараемся уплотнить как можно больше, таким вот образом, как будто бы вы заворачиваете конфету. Держим за края, несколько раз вот так вот прокручиваем и стараемся как можно сильнее уплотнить. Затем нужно будет взять нитки. Если у вас будет помощник, будет намного легче. И вот эти хвостики, которые получились, нужно будет связать. Но старайтесь сделать так, чтобы рулет у вас был как можно плотнее. Далее нам понадобится еще фольга. И вот эту колбаску, которая у вас есть, нужно будет хорошо завернуть в фольгу примерно в 3-4 слоя. Я заворачивал этот рулет в 4 слоя и получилось очень плотно. Это очень хорошо. Зачем так заворачивать? Нам нужно добиться такого результата, чтобы все соки, которые будут, остались внутри, чтобы наше будущее изделие было сочным. Затем вот этот сверток, который у нас получился, отправляем его на противень, а затем отправляем все в разогретую духовку до 170 градусов ровно на 2 часа. Через 2 часа достаем все из духовки, и нашему свертку нужно будет дать хорошо остыть. Еще нам нужно будет установить вот это все под пресс. Выносим на балкон, и остывать оно у меня будет целую ночь. Ну что ж, друзья, прошла целая ночь. Вот такой вот сплюснутый кирпичик у меня получился. Снимаем аккуратно полностью всю фольгу. Затем снимаем рукав для выпечки, в котором все готовилось. Ну а в итоге получилось вот такое вот необычное блюдо. Вот такой вот необычно красивый рулет. Да, самый первый кусочек, который я нарезаю, он форму не держит, потому что здесь не хватило немножко шкуры.
И самый край пресс нехорошо притамбовал. Но в остальном, смотрите, форму держит красиво, отлично, ничего нигде не разваливается. Узор получился красивый. Вот насчет паприки. Почему я сказал, что паприку можно будет не добавлять? Из-за копченой паприки я хотел добиться такого результата, как будто бы оно все было с копченым вкусом. Но паприка дала всего лишь свой красивый узор, а копченого вкуса я не добился. Ну что ж, на этом сегодняшнее приготовление рульки подошло к концу. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Если не понравилось, давайте в комментариях пообсуждаем, что именно вам не понравилось. Напоминаю, рецепт получается недорогой, но очень-очень вкусный. Также посмотрите и оцените мои предыдущие ролики, не менее вкусные. Ну а мы с вами, как всегда, встретимся в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!